Всех приветствую, с вами как всегда я, ваш Алексей Левкин, и сегодня я буду делать обзор на вторую часть Dexter's Game. Ну, в общем, выполняя свое обещание из предыдущего ролика. Как вы можете видеть, этот ролик получился меньше по хронометражу. Значит ли это, что эта игра хуже? Возможно, а может и нет. Все-таки если вторая часть вышла, видимо первая часть получила какой-никакой коммерческий успех. Первая часть была довольно-таки средненькой игрой, но это была все-таки первая игра студии. Думаю, вторая часть должна быть получше. Может быть, они учли предыдущие ошибки. Пригласили актеров из сериала на озвучку своих персонажей. Давайте же это проверим. The night when a primal sacred need calls to me. Что за... Waited and waited, but tonight, this night, it's time. Hello, Dexter Morgan. Open your eyes and look at what you did! Да, в менюшке играет ремикс на песню из Декстера. Не знаю, кто решил, что это хорошая идея. Там еще есть разные вариации. Не думаю, не буду удручать вас прослушиванием их. Привет, Декстер Морган. Добро пожаловать в Майами. Чувствуй себя свободным идти туда, куда поведет тебя твой темный попутчик. Но помни, всегда следуй кодексу. И также не забывай, что ты эксперт по анализу брызг крови в полиции Майами. Иначе люди начнут задумываться, кто ты на самом деле. Так, квартира вроде выглядит неплохо. Давайте-ка заценим модельку Декстера. Вы кто, простите? Ну что ж, пришло время для сравнения. Сравним Декстера из первой части, второй и сериала. Ну что тут сказать, если честно, моя реакция это как у Декстера на этом скриншоте. Ну вот реально, совсем ведь не похож. Главное, в чем проблема? Они уже раньше делали Декстера. Им не надо подобрать похожего актера на Декстера, им нужно всего лишь создать модельку, похожую на Майкла Си Холла. На худой конец можно было бы и достать старую модельку из первой части. Ладно, возвращаемся к игре. В игре все так же не сильно разнообразные настройки, но в этот раз можем выбрать управление. Либо мы управляем кнопками, либо наклоном экрана. Я бы, конечно, проверил бы наклон экрана, но я, к сожалению, играю на эмуляторе. Но стоит отметить, что квартира реконструирована намного лучше, чем в первой части. Или не очень, что это за пустая комната. Кондиционер на месте, даже есть какие-то фотографии. Ладно, что дома сидеть, пошли на улицу. Ну красота, похоже у нас тут есть открытый мир. Можно даже посмотреть на квартиру Декстера снаружи. Звонок с работы. Возможно, это важно. Тебе стоит ответить. У нас тут новое место преступления. Ты нам здесь нужен. Вам следует отправиться на место преступления. GPS-навигатор быстро вас туда доставит. О, старая добрая стрелочка над головой, которая показывает нам путь. Но вообще здание выглядит очень похожим. И еще у нас имеется машина Декстера, на которой можем передвигаться. И немного интересных фактов. Если вы купили эту игру на iOS через Apple Store, вы также можете слушать музыку, которая у вас есть на iTunes. Представьте, каково это могло было быть.
Ворота откроет мгла! Ворота откроет мгла! Ворота подземного мира! И его снесет потоками воздуха! Духом из древней могилы! Люди века! После толков! Пронесутся невозможной! Над бескрайним лесом туда! И рядом с вины! И рядом с вины! Идолов мрачные лики! Угли в кострах догорели! Веру предков успели, где дрожжа кровь проливалась! Растекалась по мху ядовитой росой, где тени танцуют в ревучих лесах, но каждый раз исчезают за ней! I should go inside. I have to act fast. Furniture will be moved, detectives will touch things, and evidence will be corrupted. Убийца оставил после себя множество улик. Теперь вам остается только найти их. Это на самом деле неплохая деталь, что теперь мы ищем улики на месте преступления. И вот можем взять отпечатки пальцев, собрать ДНК, сделать фото, или просто подобрать предмет, или же взять патроны на баллистическую экспертизу. What do you think? Retarded. Не, ну если честно, выглядит она получше, чем в первой части, но все же тоже не совсем похожа. Она скорее похожа больше на Кристин Хилл. I'm not sure why I did that. Тут мы обнаружили незаконно сделанный Глори Холл. I need to get to the station and cross-reference these clues to see if there are any suspects worth investigating further. Но перед тем, как ехать в участок, давайте-ка пообщаемся с Мацукой. What can you tell me? Я нашел множество улик. А что удалось найти тебе? You know, he kind of looks like you. That's called racism, buddy, so don't even... Oh, shit. He does look like me. Ну что тут сказать, все Мацуки выглядят довольно-таки похожими. Ну разве что Мацука во второй части выглядит как главный аниме-злодей. За его очками не видно глаз. Я не знаю, что это за аниме, возможно, это даже не злодей. Но я думаю, вы мне это простите. Что ж, теперь нам нужно добраться до работы, чтобы провести анализ наших улик. Но на самом деле было все немножко по-другому. Ну и в конечном счете решил идти пешком, так как вытащить мою машину, походу, невозможно. Вам нужно отправиться в лабораторию и посмотреть, что вы сможете найти. Батиста, в принципе, тоже узнается сразу. То есть, в принципе, неплохо он сделан. What do you see? Это последнее преступление гнетет меня. Кровь что-нибудь говорит нам? What do you see? Все необходимое для анализа образцов есть в твоей лаборатории.
Deb, what have you found out? Я просто надеюсь, что ты делаешь все возможное, чтобы помочь нам поймать этого убийцу. В этой части нам не нужно выполнять никакие мини-игры, чтобы анализировать образцы. Кто-то может посчитать это большим минусом, но для меня это огромный плюс. Gabriel Anderson, what secrets are you hiding? Все улики ведут к Габриэлю Андерсону. Теперь пора узнать Габриэля поближе. Следить за Габриэлем Андерсоном не составит особого труда, но лучше быть осторожным, чтобы вас не заметили. После тщетных попыток вытащить свою машину, я был вынужден идти до Габриэля пешком. There he is. Gabriel Anderson. I have to follow him carefully. If I get too close, he could spot me. Too far, and he could get away. I'm too close. Конечно же, нас ждет очень увлекательная слежка, поэтому я ее промотаю, чтобы украсть у вас эти минуты удовольствия. This is it. Gabriel Anderson, secret little hideaway. I'm sure the evidence I need to satisfy the code will be inside. I pretend to work for Miami PD, but I'm really in the service of my dark passenger. The goal here is to collect any physical evidence that will serve to identify the killer in a manner that will satisfy my father's code. Найдите улики, связывающие Габриэля Андерсона с местом преступления. Сделайте это, пока полиция Майами не подобралась слишком близко. That's never going to work. Вот доказательства, которые вам нужны. Но нужно удостовериться. Возвращайтесь в лабораторию и докажите, что убийца Габриэль Андерсон. Тут, кстати, есть fast travel через карту. Давайте посмотрим, Габриэль ли тот самый. If I was the type to gloat, now would be the time. If I was the type to gloat, now would be the time. It's a shame no one can know how rewarding that was. Gabriel Anderson is guilty. The code of Harry is satisfied. Soon, so will my dark passenger. Вы доказали виновность Габриэля Андерсона. Кодекс Гарри удовлетворен. Местоположение Габриэля будет загружено в GPS-навигатор. Удачной охоты. Опять же, не будем тянуть кота за кое-что и перейдем сразу же к местоположению Габриэля. The anticipation grows strong inside, with whispered encouragement from the dark passenger, urging me to step aside and give it the wheel. Кажется, между тобой и Габриэлем стоят люди. Не волнуйся, просто будь осторожен. Seems that Gabriel isn't alone. I can't kill them, but it's okay to put them out of commission for a little while. Чего, блин? Разве это не противоречит первому правилу кодекса не попадаться? Габриэль Андерсон уже на вашем столе. Теперь заключительный этап ритуала.
Gabriel Anderson, I've prepared a special room for us to dance. I can't wait for you to see it. Every weapon has a unique nuance, different effects on flesh. Which one is right for my friend, Gabriel Anderson? So many to choose from, all effective. Which one feels right? Да, выбор и правда богатый. Царство зла Габриэля Андерсона закончилось от моей руки при помощи разделочного ножа. Ну что ж, это можно сказать и все. Да-да, не удивляйтесь. Это вся игра, потому что игра, она в дальнейшем не изменится. Игра будет генерировать похожие задания. И геймплей вообще никак не изменяется в этой игре нет конца. Буквально все, что можем делать, это открывать новые орудия убийства, которые, естественно, ничем кроме вида не отличаются от предыдущих. Также за выполнение миссий нам открываются новые машины. Ну и, собственно, и все. Если сравнивать эту часть с предыдущей, то она по всем пунктам уступает. Ну разве что интерьеры иногда чуть-чуть получше в этой игре. Но в целом и графически она выглядит как-то более неуклюже. Геймплейно вообще молчу. Геймплейно это просто мусор, который, я не знаю, даже... Возьмем постоянных пользователей телефона, которые являются, собственно, отсталыми. И даже для них, я думаю, эта игра покажется очень плохой. Первая часть, в отличие от этой, пыталась нам рассказать хоть сюжет первой серии первого сезона. А тут они даже не удосужились придумать свою сюжетную линию. Просто находим убийц и убиваем их. Все. И так по кругу. Из актеров озвучки у нас присутствует только Майкл Си Холл. Ну, хоть радует, что он заработал денег. В отличие от разработчиков этой игры. Потому что она была для них последней. Ну и они также не портировали ее на ПК, как было с первой частью. Но на этом все, особо сказать нечего, игра была очень унылая. Ставлю 1 из 10, и я не с терпением жду, когда по этому моменту из Декстера сделают игру. And now Dexter Morgan and 4 skinny boys